Всем привет. Всем доброго времени суток. Да, у меня утро, у тебя не У утро. меня уже ближется к ночи. Да. Вообще, на самом деле, интересно, как работают time zones, да? Да, есть такой момент. Я позавчера разговаривала с девушкой из Сингапура. Она говорит, у меня было 22 число. Она говорит, а у нас уже 23 число, говорит, уже вечер. Я такая, вау, как прикольно это все, знаешь. Она, она говорит, привет из будущего. А я, кстати, подумала о том, что у меня же было пару недель назад день рождения, и я подумала о том, что если бы я отпраздновала его сначала в Литве, и потом села на самолет и полетела на Гавайи, то у меня было бы 2 дня рождения официально. Прикольно. А еще можно, знаешь, как это, как на Новый год, знаешь, отмечаем мы. Мы начинаем отмечать с Франции, потом Казахстан, или наоборот, Казахстан, Мгм. Франция, потом Да. по штатам начинается Мгм. Вашингтон. Central Time, потом Mountain Time, потом Pacific Time. И только тогда уже спать идем. А иногда до Гавайев ждем. Ну да, что-то в этом роде. Можно вообще в следующем году поехать в Австралию и начать оттуда путешествие, поскольку у меня будет день рождения. Каждый час. Ну, ура! Ура! Ой, прикольно. Ну что, мы сегодня с тобой обсуждали тему распаковывания определенных программ, которые как на автоматическом работают режиме, да? Да, И у именно меня так. была вчера очень интересная история. Я когда проснулась, я по дороге, когда возила дочку, я поделилась с командой, что сегодня 30 дней, нет, 29 дней, как я в новую жизнь начала, где нет алкоголя, где нет вот таких вот определенных привычек, да, вот просто новый стиль жизни. И как только я поделилась с командой, и команда такая, молодец, молодец, я такой слышу голос. Ну, давай сегодня вина выпьем. Ну, чуть-чуть. О, откуда этот голос? И вообще, откуда она взялась? Я нашла ее, что она rebel, М. революционер. Ну да, получается так. Бунтарь, по-моему, еще слово. Бунтарь, да? Бунтарь, да, это более правильный перевод. Бунтарь. Я такая думаю, ух ты, какой бунтарь. А еще такой громкий, но в то же время такой, как будто бы просто же, я ж просто предлагаю. Ничего здесь в этом страшного нет. Я такая думаю, какая ты хитрая. И когда я поделилась с командой, мы пришли к такому ответу, что этого бунтаря нужно поблагодарить. Ведь она родилась, когда еще маленькая была. Бунтарь у меня родился еще в Казахстане, когда у меня было сопротивление культуры казахских женщин. Потому что Мгм. в Казахстане очень много родственников, друзей, соседей. Еще тогда говорили, ну раз мужчина тебя бьет, значит он тебя любит. Боже. И я это слышала, когда была молодая. И во мне бунтарь сказал, нет, нет, нет. Как это так? Что это такая за система непонятная? Я не хочу так. И вот этот бунтарь, он меня в определенных моментах спас от, на английском говорится, enculturation, ам, когда М. культура тебя контролирует. Ну вот так Да. все делали, поэтому я тоже так делаю. Но когда у него тогда еще была определенная задача, но у этого бунтаря есть место. А если ты едешь, например, за рулем,
И вместо того, чтобы ты за рулем, ты позволяешь бунтарю, или как я его называю, cruise control, ему за рулем. Так ты же не доедешь далеко. Ты только спид ставишь. И вот у меня начало это все раскрываться, 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 раскрываться весь день. Потом я попала на конференцию, где я была ведущей. Пока я ведущая, и вот все начало просто вот так вот, как цветы, все раскрываться, как женщины начали рассказывать свои истории, как они были в плохих отношениях, где мужчины их избивали, потом они нашли в себе силу уйти, потом они создавали свой бизнес, создавали свою жизнь заново. И вот я вот сижу такая, думаю, ничего себе, тема у меня раскрылась такая за весь день. Мгм. И к чему я пришла в конце вечера, что к тому, что если ты сама не за рулем, твое высшее я, которое всезнающее, вселюбящее, то тогда разные вот такие программы, как бунтарь, у кого-то саботаж, да, разрушитель. Они то, что так приходят, так, ну чуть-чуть же, стаканчик вина, все будет хорошо, знаешь. И ты такая, ладно. А ты такая, нет, 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 мы сказали, что мы приняли решение. И ты не позволяешь этому голосу иметь больше над тобой контроль. Да, это, наверное, можно назвать такой более осознанный способ жития. Вот сейчас мне такое приходит, потому что ты не в импульсе и не автоматически идешь как-то по своему пути, а уже осознанно понимаешь, окей, это уже не мое, это или наоборот, это мой путь, я должна держать здесь свой фокус. И то есть ты живешь через более осознанное видение своего мира и проходишь его через соединение со своей душой, со своим сердцем, а не проживая его через программы, которые ты, возможно, собирал по пути. То есть через общество, как ты говорила, через культуру, через семью, через, возможно, друзей, через фильмы, сериалы. А здесь ты строишь свою вселенную именно так, как ты хочешь, именно так, как ты видишь, именно так, как ты чувствуешь. Вот что самое главное, по моим ощущениям, чтобы тебе было комфортно, чтобы это совпадало со твоим внутренним миром, совпадало с твоими внутренними качествами, с твоими values, ценностями. И когда ты начинаешь делать вот эти первые шажочки в этот мир, иногда действительно появляется вот эти много голосков, и даже потом, через несколько лет они могут возвращаться, потому что, как говорится, матрица, у них всегда есть желание тебя затянуть обратно. Вот, поэтому тут нужно прям всегда держать фокус и четко знать, куда ты идешь, для чего ты это делаешь и что ты строишь. Это, как на английском сказать, you couldn't have said it any better, да? По-другому, лучше сказать не получится то, что сейчас ты сказала, потому что мы с тобой еще, по-моему, вчера про это говорили, да, что все время кажется, что ну все, сейчас вот я разберусь с этой программой и заживу. Тут такая та-дам! Да. И вчера я такая сижу, думаю, так это же игра. Вот как игры построены тоже. Прошел первый уровень, начинается Мгм. второй уровень, а второй уровень более тяжелый. Там побольше монстры, которые тебя атакуют. Прошел, выиграл там. Ура! Ты на третьем уровне. Раз такой на третьем Да. больше, там еще тяжелее, там еще больше obstacles, там еще больше монстров, которые там со всех сторон летят. Да даже Супер Марио. Сначала эти грибочки, потом еще какие-то летучки летают, там потом драконы вылезают, да. И ты сидишь такой, блин, что вообще происходит? И ко мне наконец-то пришло это вот на прошлой неделе, на этой неделе. Слушай,
всегда будет next level. От боли и от вот этого всего, от программ ты просто не избавишься. Они просто тебе открываются по новому уровню, новому уровню. А ведь в этом и красота. Играть, играть и на следующий уровень переходить. А там играть, играть, играть и на следующий уровень переходить. По крайней мере, как я это вижу. Однозначно, это очень интересно, когда начинаешь видеть мир через вот эти разные линзы, которые в тебе раскрываются с каждым уровнем. И, наверное, хочется также сказать, что когда уровень меняется, несмотря на то, что появляются какие-то новые obstacles, но и у тебя уже другой, так скажем, рюкзачок с инструментами. То есть ты чувствуешь себя уже по-другому, ты видишь мир по-другому, ты можешь реагировать по-другому. То есть ты уже больше подготовлен. И то, что тебе казалось там вчера каким-то большим драконом, сегодня тебе кажется, ну, просто какой-то, не знаю, сорнячок в траве. Ты Ты такой, вот так вот. да, до этого ты воюешь, воюешь, а тут такой... Да, именно так. То есть это вот на самом деле, когда ты это проживаешь, это именно так ощущается, когда это включаются вот эти твои внутренние ощущения. Я еще сейчас это чуть меньше я испытывала, ну, по крайней мере, последние пару месяцев, но был какой-то период, когда было такое ощущение, что я вот просто радио. И кто-то сидит там, в какой-то момент во мне включает какое-то вот такое чувство, там, сначала я себя там не люблю, ну, допустим, да, и поднимаю такую волю на максимальную, и я такая прям переживаю это в себе, там, чуть не конец света, у меня, ну, как бы внутри весь мой мир переворачивается, я прохожу какой-то свой этап, прихожу в какую-то точку осознания, и потом меняется, убирает вот этот волюм серьезности всего, что я переживаю, до минимума, и я такая, блин, ну вроде как будто бы ничего даже серьезного не произошло. Но внутри прошел такой мощнейший процесс переосмысления, пере, а, изменилась вообще твоя структура, твое видение. И вот это ощущение, когда ты перестраиваешь свой внутренний мир и выходишь совсем другим осознанием, это просто невероятно. Ты такой как будто бы в смысле, что? Как? Почему я это раньше не видел? И, Почему вы мне это раньше не рассказали? да. И это еще вот, помнишь, мы с тобой видео смотрели, где мужчина лежит, он умирает, и когда смерть, Да. он говорит, какой смысл вообще у меня? Он говорит, ну помнишь, ты когда в школе был, девочка споткнулась, подножку ты ей подставил, и все, она ушла в другую школу. Он такой, да, да, я до сих пор себя виню, он говорит. А из-за того, что она в другую школу пошла, она такая-то, такая-то стала, там, вот это, и вот она поэтому достигла и там какую-то новую вещь изобрела для всего мира. Он говорит, вот это твоя была задача в мире, подставить ей подножку. Так голова вообще сломалась у меня. Просто вообще такая, что? Что? И вот эти вот истории, теории нам рассказывают, что у нас какой-то такой purpose в нашей жизни и так далее, да, как бы на самом деле вот может быть. Мурашки. И вчера, когда я пришла на конференцию изначально, то есть у меня было видение конференции одной, а когда я уже пришла там, я совсем другое видела. И я сижу, и я ловлю себя на мысли, что я тут делаю? Я ничего не понимаю, чего я вообще добьюсь здесь. Это. И я ловлю себя на этой мысли и говорю, слышь ты, чего ты? А ты же не знаешь, для чего ты здесь. Ты здесь для чего-то. Ты не узнаешь, пока оно не произойдет. А даже, может быть, оно и произойдет, и ты все равно не узнаешь. Ну и что, я была ведущей. Мгм. Э, Первого спикера объявляю, потом я объявляю перерывы, потом я объявляю конкурсы, опять второй спикер. А перед тем, как мы начали спикинг, я познакомилась с одной женщиной. У нее 6 детей, и она была третьим спикером. Мгм. И из 6 детей все девочки.
а О, самая боже. младшая, да, самая младшая 3 годика. И как только я пришла, трехлетняя ко мне прилипла. Она просто вот на мне была все это время. Она вот так вот сидела, а у нее вот ее лицо лежало здесь, и она вот так Мгм. вот на меня смотрела. А я в обнимку. Вот, и пока мы собирались, пока не началась конференция, она возле меня, она прилипла, она не разговаривает, что-то мне рассказывает. А я сама вроде как с ней общаюсь, сама ну, читаю свою информацию, все. Мгм. И в один момент а, я задумываюсь, так интересно, как эта малая со мной вот так вот ко мне, ну, прилипла, можно сказать, да? И мама подходит ее, говорит, я такого еще не видела со своей дочкой. Она, говорит, вообще не воспринимает незнакомых людей. Она обычно вот так вот закрывается, кого-то из нас хватает. Она говорит, она с тобой, как будто бы ты ее самая лучшая подруга во всем мире. Я говорю, ну, я с детьми работала раньше, поэтому. Она говорит, no, that's not, типа, это неправда, типа, это больше. И моя коллега Одри, когда подошла, она говорит, ну, Алия, у нас тоже 3-летний ребенок, говорит, поэтому они сошлись. Но у меня реально моя энергия 3-летнего ребенка. Э, Но тут выходит ее мама, она третий спикер, и она 30 минут рассказывает свой топик. И все 30 минут она в боли находится. И ты прям чувствуешь ее боль, как она рассказывает людям. Ну, не все это чувствуют, мы чувствуем, да, это. Да. Я прям чувствую вот эту боль. Вот она рассказывает, она делится с женщинами, как нужно пройти через эту боль, как это, но вот боль прям вот она на сцене. И она как М. волна по всей сцене. И все там задают вопросы, там, а как ты вот это? Я такая думаю, ну, я ведущая, наверное, тоже могу задать вопрос. Я ей задаю вопрос. Я говорю, у меня вопрос есть. Я говорю, ты прошла через столько боли, чтобы быть здесь сейчас для своих детей. А какая из вот этих, какой из этих моментов для тебя настолько болючий, но в то же время без него ты бы не стала той женщиной, которая ты сейчас. И она просто начинает плакать в сцене. И она говорит, мой мама, моя мама и мой папа. Она говорит, мой папа был алкоголиком, и он покончил свою жизнь самоубийством в 13 лет. Ей было. А мама, она меня никогда не любила, она меня отдала в фостер, в этот, в дом сирот. И она говорит, и потому что они меня не любили, и они меня вот так бросили. Она говорит, я люблю своих детей так, кто никто никого на свете не любит. И она просто вот это рыдала, пока это говорила. И ты вот так вот смотришь, вот эта боль, она осталась на сцене. И когда Я женщина это понимаю, да. спустилась, боль осталась на сцене, а она ушла новым человеком. И я такая думаю, о, я теперь поняла, что я тут делала. Мне нужно было один вопрос задать. А вопрос был просто такой, мне было просто очень интересно, и я ей задала этот вопрос. И в этот момент у нее все ее отпустило. Такая думаю, ну все, вот смысл моей жизни. На Я, вчера. кстати, когда когда ты рассказывала, первую историю, про вот начало, как проходила конференция, я подумала о том, что насколько, вот я никогда не перестану удивляться, насколько это невероятное действие, когда вот создается ткань реальности, да, так скажем, или как каждая ниточка вплетается, когда ты вот полностью отключаешь свой мозг, отдаешься Вселенной в абсолютном доверии, не понимая, зачем ты делаешь, почему ты туда едешь, для чего ты какие-то ну, как бы делаешь поступки. И потом тебе, может быть, повезет, ты осознаешь, как ты вот в этот раз с этой женщиной,
В других моментах это может произойти только там через пару месяцев, может быть, через год. И такой, вот почему я встретила того человека 2 года назад, чтобы мы обменялись контактами, чтобы потом мы встретились и произошло вот это действие, допустим, да. И вот как создается реальность, это просто невероятно. И когда ты позволяешь себе доверять Вселенной, доверять своему сердцу и идти без логики, без вот этих программ, в твоей жизни наступает волшебство. И также это позволяет тебе расти намного быстрее, развиваться намного быстрее. Потому что у тебя начинает все распаковываться. Вот ты говоришь, что утром у тебя поднялась твоя тема, потом на конференции там прям много женщин про это говорили. Это же все взаимосвязано. Потом это раскрылось в что-то еще большее и глубинное. И мне это прям полностью резонирует, потому что у меня происходит в жизни то же самое. То есть у меня как бы много примеров, я не буду сейчас углубляться в каждый из них, но идет вот какая-то распаковка. Сначала одна тема, потом вторая, но ты сначала должен закончить вот это, и если ты схватываешь это из пространства, ты такой, окей, сегодня мы работаем, там, не знаю, над твоей самооценкой, я не знаю, почему мне сейчас приходит в голову, вот, и идет какие-то опыты с людьми, может быть, через фильмы, может быть, через какой-то опыт с другими твоими коллегами или еще как-то. Ты проживаешь именно вот эту историю. Потому что, по идее, вот мы с тобой сегодня говорили о том, что главная цель нашего пребывания здесь — это просто опыт. Это просто опыт. Это не про победы, это не про достижения, это не про, я не знаю, к чему еще люди стремятся, это не про деньги. Ну, то есть это вообще все не про это. Это про опыт и, да, про проживание опыта. Потому что наше общее высшее я через нас проживает вот эти все различные ощущения, и рождается что-то новое. И самое интересное, что этот опыт же, он же как разветвление дерева, да, если наблюдать вот за природой. Пока ты говорила, мне пришла картина, что у всего есть алгоритм в природе даже. Чтобы вырастить, чтобы скушать яблоко, нужно сначала почистить землю, добавить удобрение, посадить семечко. После семечка будет отросток, после отростка будет маленькая веточка, после веточки будет дерево, после дерева будут листочки, потом цветочки, потом яблочки. И яблочко падает, и заново пошел процесс. Да? Да. И что и в жизни такой же алгоритм есть. Но самое интересное, что была одна женщина вчера рассказывала про свою историю. И как опасно попасть в линейный опыт. Да? Ну и даже он нормальный опыт. Вот она говорила, что я работаю с женщинами, которые зарабатывают six figures. В американском языке выражение six figures – это когда 100 тысяч и больше зарабатываешь, что 999 тысяч. Потом выходишь на seven figures, да, и вот она говорит, я работаю с женщинами, которые на six figures, но я все время им говорю, твоя задача выйти на seven figures. И если ты живешь в доме, в двухкомнатном, твоя задача в следующий раз купить себе трехкомнатный дом. И я смотрю так к этому, как это смешно и прямолинейно, но это тоже опыт. Это ее опыт. Это ее видение. И она права в этом видении. И даже если это знаешь, как кактус растет вот так вот, и все. Да, у них, ну и потом вот такие пупочки вылезают у них. Тут одна, потом тут одна, потом тут одна. Но на самом деле кактус, он вот одним столбом растет вверх. Он же может быть не прав. Ну что же прав, как он выглядит? Или у нас дуб есть. Такой, вот сюда, сюда, потом еще сюда, сюда, потом еще там еще веточки, да? И то красиво, и то правильно.
Да, я с тобой абсолютно согласна. То есть тут нет ничего неправильного и ничего правильного. Вот абсолютно нет. У каждого свой путь, и в этом и есть прелесть всего этого. И это нельзя сравнивать. Вот вот это еще такой большой нюанс, который я глубинно осознала. У нас очень любят в обществе сравнивать всех по каким-то параметрам, по каким-то, не знаю, шкалам. То есть все время нужно сравнить. Ты на 1, ты на 10, ты там еще где-то, ты еще где-то. А можно просто быть вот таким, какой я есть. Во-первых, как вы меня сравниваете с кем-то? Потому что я, ну, нет второго человека, во-первых, как я. То есть меня невозможно ни с кем сравнить. В принципе невозможно. Это нелогично. Вот. И мир нас... В этом же есть красота. Вот в том, что мы настолько все уникальны. А, Почему мы любуемся природой? Мне кажется, я уже это упоминала пример, когда мне пришло осознание, я ехала на поезде, и я смотрела вот на лес, просто любовалась. И потом мне пришло осознание, ну ты смотришь на деревья, там же, как сказать, нет какого-то стандарта, да? Как ты правильно писала, там веточки в разные стороны, каждое дерево, ну то есть по-разному, есть елки, есть дубы, но они не растут по стандарту, но Ну, мы все равно ими любуемся. Это да, то же самое касается и про человека, и про опыт, который мы проживаем. И что мне еще хотелось сказать, я сейчас тебе передам слово, потому что я просто забуду. давай, давай говори. Очень часто, мне кажется, мне в прошлом выпуске, в каких-то из прошлых выпусков мы затронули эту тему, но я потом осознала, что я не до конца выразила то, что я хотела выразить. Я хочу сейчас прям даже подчеркнуть на этом моменте, так скажем, его подчеркнуть, то, что каждый человек имеет свою ценность. Вот абсолютно каждый человек. Он имеет свою ценность не потому, что он построил дом, купил машину, чего-то достиг, у него классная работа, у него там еще что-то, да, что ему принадлежит. Он ценен, потому что он проходит опыт как душа. И он даже вот простой пример. Человек, который там, не знаю, ленивец, да, лежит дома, что-то на диване лежит, и вот так он проживает свою жизнь. Но он все равно взаимодействует в социуме, он как-то влияет на других людей, на их ощущения, на их мир. То есть он тоже взаимодействует, и он создает определенный опыт, определенную энергию в общем поле. И у каждого человека своя задача. То есть это там даже не про работы, ну как бы и про работы тоже у каждого разные. У каждого свое предназначение в плане того, что у каждого свои интересы, у каждого свое видение, у каждого свои чувства. И через нас проживается вот эти все 8 биллионов вариаций, все возможных опытов. Поэтому мы все важны, и мы все ценны. Но нас пытаются убедить в том, что это не так. Мгм. Только важно наше достижение, то, что мы покупаем. То М, есть вот это все, что outside. Но самое важное, это то, что ты проживаешь здесь внутри. да. Да, да, да. И мне нравится, что ты сказала, это несравнимо. Даже мы сегодня говорили с Дэном про детей. Что вкладывать в детей? Неважно. Неважно, что мы вкладываем. Потому что на самом деле все равно у них свой процесс, у них свой опыт. Мы выбираем, что мы хотим им давать. Я выбираю давать детям любовь. Он выбирает давать детям дисциплину. И он прав, и я права. Но как они на это будут реагировать в своей жизни, это от нас вообще не зависит. Потому что даже вот эта история, притчи есть. А, Интервью проводили двух близнецов. Один стал миллионером, очень successful, а второй алкоголик в тюрьме сидит. И они Мгм. спрашивают у алкоголика, как ты вообще, ну как ты до этого докатился? Да это мой папа виноват, он меня бил, когда я маленький был.
Он на меня кричал, там это все. Это вот я, это из-за него я такой. Второго брата спрашивает, как ты так оказался таким successful? Он говорит, это мой папа, он меня бил. Так, близнецы, ты думаешь, да? Даже близнецы все равно не проходят тот же опыт. Один из этого выучил урок, стал миллионером, второй выучил урок, стал алкоголиком. Кто из них прав? Кто сказал, что success – это миллионы? А вдруг, а ведь может такое, что он тоже себя чувствует удачным. Он, может, этого и хотел. Знаешь, как бы, кто мы такие, что вообще за кого-то решать, что является success, а что является не success? Это же их жизнь. Однозначно. Я, кстати, слышала тоже эту историю. И я помню, когда первый раз мне рассказали ее, такая, у меня в мозге просто... Я такая, в смысле, как? А, Ну, абсолютно. Я абсолютно с тобой, как всегда, согласна. Потому что, боже мой, мне сейчас просто улетучились мысли. А, Во-первых, мне кажется, что нужно сосредотачиваться на своей жизни. И когда ты сосредоточен сам на себе, то у тебя нет времени, в принципе, джадж кого-то. Ну, да. Я помню, как-то у меня был такой разговор, я не помню, ну, недавно, так скажем, в прошлом году. И мужчина почему-то меня спросил, я не помню, как мы пришли в эту точку, но он меня спросил про то, что почему вы не смотрите телевизор. И я говорю, я ему ответила просто вот спонтанно, говорю, потому что я занята своей жизнью. Ну, то есть у меня нет времени на это. Я занята своим путем, я занята своим развитием. И мы часто забываем вот именно про это существо. То есть у нас направлен фокус куда-то в достижение, там, не знаю, где-то, как сказать, кто-то хочет о ком-то что-то обсудить, часто такая встречается история, высказать свое мнение, но вы же, в принципе, даже не понимаете, что там, как там и почему. Ну, то есть, если это только не твой близкий человек, который с тобой делится опытом, и то там в истории всегда несколько сторон. Вот. А когда ты, в принципе, занят своим миром, живешь в нем и еще наслаждаешься. Я, кстати, вчера выучила новое слово, называется глиммер. То есть это тот человек, это просто невероятно. Сейчас ты, мне кажется, на тебе тоже очень сильно откликнется. Это человек, который вот наслаждается моментом. То есть ты идешь по улице, там не решаешь какие-то свои истории в голове или там споришь или еще что-то, а, допустим, замечаешь, какое сегодня божественное солнце, да, там, или первые листочки распустились, или там на поверхности воды сегодня солнце играет, и ты такой, боже, как невероятно, или запах. Вот вчера я ходила нет, сегодня, когда я бегала в магазин, только что прошел дождик, и вот этот запах просто божественный, после дождя, такой еще Да. свежести, он был не слишком длинный, то есть ты вот ты прям ощущаешь, это, боже мой, как это просто прекрасно. И вот таких людей теперь называют глиммеры. Так что я решила, что я прям это надеваю на себя. Я это себе забираю. Я тебе присваиваю, мне это очень нравится. Кофточка А, пошла. Да, однозначно. И когда ты сосредоточен именно на том, чтобы наслаждаться жизнью, кайфовать, еще же есть слово гедонист, по-моему, да, я Да. правильно? Вот, человек, который наслаждается жизнью. И когда ты вот наслаждаешься, строишь свою жизнь, то там, в принципе, отпадают какие-то желания, так скажем, участвовать в жизни других людей, ну, как сказать, Ну, косвенно. нас же как бы еще с детства к этому приучают. Моя любимая. Знаешь, что тебе нужно сделать? Я да, но ты нет. Говорить там не делать, потому что ты не можешь подсказать мне, что делать. Ты не знаешь, через что я прошла. Ты даже, может быть, можешь послушать, да, как бы со стороны. И вот когда родители пытаются научить детей чему-то, это глупо, потому что ребенок
Только ребенок знает, через что он прошел. Только Да. взрослый знает, через что он прошел. Ну, невозможно, никому невозможно никого учить, потому что учим мы только под себя, под свое видение и под свои программы. А мои программы, они сильно отличаются от программ моих детей или от программ моих родителей. Поэтому это просто невозможно кого-то чему-то учить. Однозначно. Это больше про то, что ты можешь поделиться опытом, а захочет ли второй человек это принять, либо нет, это уже его выбор. Мы, безусловно, в любом случае, как бы ученики и учителя друг для друга. Как ни крути, потому что люди приходят в твою жизнь всегда не просто так. И это очень важно тоже всегда помнить. Но навязывать и как будто бы принимать решения за других людей, что вот ты должен как-то поступить. Ну нет, я не должен, вообще никому ничто. И даже если я допущу ошибку, но это мой опыт, и мне нужно было это пройти и прожить. И мне кажется, у нас вот тоже в обществе есть такая история, что почему-то ошибаться это плохо. Мгм. И, безусловно, есть, конечно, ошибки, которые не стоит ам, совершать серьезные, так скажем, да, то есть, допустим, кому-то вредить. Ам, Но ошибка это тоже опыт. По какой-то причине ты проходишь этот опыт, чтобы осознать что-то более глубинное. Вот. Поэтому я хотела тоже это как-то так подсветить. Да, у меня такой, я люблю говорить, что только потому, что пожарники знают, как тушить пожар, это не значит, что они должны заходить в горящий лес постоянно. Знаешь, как бы, да, как бы, если ты уже, если тебя научили, как быть пожарником и тушить что-то, но если лес горит, да, то он просто горит, и не нужно никого спасать. Ты же не просто пойдешь так, я умею, я пойду сейчас причиню себе боль, знаешь, жизнь научила, да, ну это про такие ошибки, которые ты заранее можешь видеть, туда зайду, я Да, туда да, пойду. да, ты права, это Зачем туда хороший идти? пример. Да, зачем туда идти? Ну, если туда нужно зайти, потому что кого-то нужно спасти, ребенка, может, любого, животное, да, то ты тогда не идешь туда, потому что ничего, я умею тут это, я пойду чуть-чуть там, чуть-чуть поджарюсь. Не надо этого делать. А у нас же, особенно когда включается бунтарь, он начинает говорить, он говорит, ну давай зайдем, давай чуть-чуть поругаемся тут, чуть-чуть вина выпьем. Ты же знаешь, что это пожар, который тебя обожгет. Это привычка такая. Мы же можем? Ну, понятно, что можем. А зачем туда идти? Да, но с другой стороны, допустим, бывают тоже такие нюансы, моменты, ну, как сказать, когда ты осознанно делаешь какие-то вещи. То есть Мгм. ты четко понимаешь, что, окей, я это делаю осознанно, я понимаю последствия этого всего, и я это делаю, потому что, ну, вот потому что сегодня, сейчас, именно в этот период моей жизни, вот, должно быть так. Это надо, да, это такое. Потому что еще бывает такая история, где люди, и я этим славилась, может быть, славлюсь до сих пор, что я вот прям очень, как это описывают другие люди, я к себе очень строга была в каких-то нюансах, моментах и не давала себе выдоха. Потому что вот как будто бы нужно вот только так, только так. Но потом я пришла в такую точку сознания того, что если я это делаю осознанно и сама себе позволяю, но вот почему-то в данный момент во мне есть слабость, и мне нужно, там, допустим, не знаю, съесть кусочек тортика, да, обычно я не ем сахар, да, ну, допустим, мне такой вот правильно. И я такая, ну вот сегодня один раз, там, не знаю, за 2 года я хочу. Вот что-то произошло, и вот мой организм, и ничего другого я не хочу. И я себе это позволяю, потому что тоже важно не загонять себя в какие-то limitation и позволять наслаждаться этой жизнью, все-таки жить. Не то, что позволять наслаждаться жизнью, а вот просто жить по-настоящему, искренне и быть откровенной с собой, что ты не должен быть супергероем, иногда ты уязвим, иногда ты слаб, иногда есть и другая сторона тебя.
Да, и мне кажется, еще в этот момент, когда обсуждается, например, вот такое желание, оно же желание, ты просто смотришь, откуда оно пришло. Это твое Да, на самом деле желание или тело пытается компенсировать? В моем да. случае, если, например, мне хочется алкоголь, то получается, что или тело пытается компенсировать что-то, или же я нахожусь в той среде, где все этого хотят, и как бы меня под волну это. Но, например, мы вчера были в баре, все было нормально. Я заказала горячий чай, Дэн заказал газированную водичку. И хоть и все вокруг нас пили, нам все равно не хотелось, потому что это наш договор. Мы не пьем. Все, больше, да? То есть, ну, это просто, один пример. Кто-то решил по-другому жить, кто-то решил худеть, кто-то решил бизнесом заниматься, да, что бы там ни было, все зависит от того, что откуда пришло решение. Например, тортики я люблю, да, как бы, и я себе позволяю там раз в неделю покушать что-то сладкое. Но я понимаю, Мгм. что я буду каждый день это кушать, я не буду помещаться в камеру. Ну, да, в любом случае она как бы не будет положительно влиять на твое тело. Но это просто, вернее, мне не нравится слово просто, нужно его избавляться. Это мой сорняк. Мгм. А, это выбор. Это выбор, который ты делаешь, что ты создаешь, и что ты создаешь в плане своей жизни, что ты создаешь как физическое тело, что ты создаешь вокруг себя. То есть это все про выбор. Я вот, допустим, точно знаю, что у меня, когда начинается какое-то очень сильная внутренняя э, работа, и у меня тело начинает пугаться, у меня бывают такие моменты, что, ну вот когда что-то прям очень сильно изменяется, это не часто случается, мне хочется кофе, я, в принципе, кофе не пью. Но когда у меня начинает в голове вот кофе, 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 я понимаю, что это сейчас мое тело меня тормозит, чтобы я не летела вот туда. Вот. И иногда я позволяю этому быть, потому что почему-то моему телу страшно. Но в тот же самый момент идет диалог. Почему? Почему мы боимся? То есть как я могу тебе помочь? Можем, конечно, через кофе, если тебе нужно, но если, если есть другой вариант, то мы что-нибудь другое попробуем. То Да. есть ты абсолютно права в плане того, что нужно всегда понимать, откуда ножки растут. Вот, и вот это же то, что мы с тобой называем осознанность. Ты осознанно Да. ведешь диалог в голове. Он не просто там сам по себе происходит, а ты осознанно. Так, а для чего мне сейчас кофе? Окей. А на самом деле ли я хочу кофе? Окей. Хорошо, пойдем выпьем. Да. Это Наоборот. самый главный диалог, который мы должны вообще вести ежесекундно, ежеминутно, насколько это можно вообще делать, потому что ты часто забываешь, особенно когда ты на большой скорости несешься, и у тебя на автомате получается реакции, но все-таки если ты сможешь в себе развить вот этот навык, задавать вопрос, так, подожди-ка, а что это, почему, как, от чего, для чего это сейчас появляется во мне, то уровень игры меняется, и ты начинаешь совсем в другие игры играть. Да, да. И да, и это жизнь. И ты создаешь свою реальность, свою реальность. Ты не мчишься по этой, как сказать, это не как белка в колесе, да, то есть тебя посадили, и ты там крутишься, вертишься, и ты же не понимаешь, зачем, почему, для чего, а ты именно создаешь свою вселенную так, как ты хочешь, с теми людьми, которые тебе близки, занимаешься тем, чем ты любишь, проводишь время, как ты хочешь, ну вот проживаешь проходишь этот опыт так, как тебе откликается. Мгм. Да. Это такой топик, туда можно просто вообще занырнуть и плавать там неделями, месяцами. Но я думаю, что мы можем продолжить в следующий раз. Ам,
Тема очень интересная, поэтому очень хочется от вас тоже слышать, у кого какие трансформации, через что вы проходите, потому что мы же друг от друга учимся. Безусловно. И мне кажется, очень важно, когда ты делишься, вы можете даже не подозревать, но ваши слова, ваш опыт может кому-то помочь, может кому-то что-то подсказать, кому-то что-то подсветить. Поэтому обязательно делитесь своим опытом, который вы считаете ценным, то, что вы осознали, к вам пришло, то, что вы выучили, и там это знание уже перейдет к тем, кому это нужно. Потому что вообще, в принципе, идея нашего подкаста именно в этом. Светить, делиться своим опытом, чтобы мы все понимали, чтобы у нас у всех была возможность создавать свои вселенные, и чтобы мы все стали глимерами, гедонистами и просто наслаждались своей жизнью. Да, да, да. Аллилуйя. А, Ну хорошо. Ну что ж, тогда мы заканчиваем и будем ждать нашей следующей встречи с вами на следующей неделе. Пишите, звоните, приходите в гости. Да, будем ждать от вас комментариев. Желаем вам прекрасных выходных и до следующей недели. Всем пока.